Всем привет! В этом ролике хочу рассказать, как быстро фармить опыт и золото, и покажу, какой данж фармим мы в пати, к примеру, если вдвоем, и какой данж фармим, если втроем или вчетвером в группе. Итак, вначале пример, если мы вдвоем в пати. И нам нужен быстрый опыт и золото, то хочу посоветовать данж под названием Руины Эриду. Вот тут на карте он находится. Скриньте, чтобы не потерять. Делаем телепорт и бежим туда. В чем плюс этого данжа? Это очень много мобов, плюс они находятся в начале и в кучке. И не нужно бежать в пустые коридоры и собирать их всех. И да, как видите, у меня рюкзак пустой. За весь данж он будет практически набит снарягой. Итак, как мы делаем? Один бежит налево, второй бежит направо и чистим данж. Опыт от мобов будет общий. То есть пока вы фармите опыт своему другу из пати, он также фармит его вам. И можно сказать x2 скорость. Главное делать все быстро. И не забывайте подбирать шмотки, которые лежат. После того, как мы дофармим свою часть, бежим на ту часть, где был ваш друг. А он бежит на вашу часть, и там мы собираем снарягу, которая выпала из мобов, и также золото. Иногда бесит то, что снаряга не берется сразу. Надеюсь, добавят автоподбор снаряжений на отдельную кнопку. Это бы ускорило время фарма. В общем, собираем все, что лежит. И после делаем самое главное, то, что сократит время. Итак, что делать первый? Выходим из группы. И ждем, как нас автоматически выкинет из данжа. Вот нас выкинуло, и мы стоим у данжа. Что нужно делать второму, кто остался в данже? Так это попроситься к вам в группу. Именно попроситься, а не пригласить. Ему не нужно никуда выходить. Ему только нужно сделать запрос на вступление в вашу группу. Видите, тут слева пришел запрос. Не спешите его принимать. Вначале заходим в данж. Как только загрузились в данж. И только после того мы принимаем в группу. И его автоматически перекинет к нам. Слева иконка показывает то, что появился, значит все сделали верно. Можно использовать телепорт в город, чтобы продать все снаряжение. И да, видите, он сразу загрузился в данж тут. Он также делает телепорт в город, чтобы продать снаряжение. Заходим к продавцу, сливаем всю снарягу, не смотрим, что выпало, чтобы не тратить на это время. Но, конечно же, если вам интересны шмотки, то вы можете немного потратить на это время, поискать что-то годное, может вам выпало. Тут уже решает каждый сам за себя. И так далее, после того, как продались, бежим назад в свой же телепорт и возвращаемся назад в данж. Вот мы загрузились в данж, видите, он новый. Тут также есть куча мобов и все по сути то же самое. Повторяем по кругу неограниченное количество раз. Объясню в двух словах, что случается. Как только мы выходим из группы, нас автоматически выкидывает из данжа и загружает в другой мир. Поэтому необходимо именно, чтобы вам подали заявку на вступление в вашу группу. Так вашего друга закинет к вам в мир в обновленный данж. Так, в пати вдвоем определились, переходим к варианту, что если нас в группе трое или четверо человек. То тут уже советую данж под названием Падение Победителя. Вот он на карте находится. Можете также заскринить его, чтобы не потерять. Тут нас уже трое, и тут как раз 3 линии мобов. Каждый берет себе по линии, один идет вверх, другой по центру и третий вниз. И просто убиваем всех противников. И так опыт так же, как и в предыдущем случае, общий. Но тут нас уже трое, и получается скорость x3. В общем, быстренько чистим всех мобов, собираем снаряжение, золото.
И как мы видим, наши тиммейты из группы уже почистили свои линии. Также бежим к ним на линии. Собираем там снарягу, которая лежит, набиваем рюкзак. И делаем то же самое, что и в первом случае. Один выходит из группы, кидаем ему запрос, ну и так далее. Продаемся, возвращаемся назад. В общем, все так же, как и в первом случае. Но если вам золото не интересно и снаряга также не нужна, вам нужен, если только опыт, то как только все зачистят свои линии, то сразу выходим из группы и не бежим ничего продавать, чтобы не тратить на это время, а просто обновляем данж. И так мы фармим быстро-быстро опыт. Вот как-то так. Уверен, есть много также крутых данжей для фарма. Кстати, напишите в комментариях, вдруг есть какие-то данжи, которые быстрее и больше опыта дают. Тем самым поможете и мне, и остальным, кто хочет прокачаться быстрее. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. И самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.